Здравствуйте, друзья, в эфире Геоэнергетика Инфо, с вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Показалось дно. Европа исчерпала 90% запасов ПХГ в разгар зимы. Александр, пожалуйста, прокомментируйте суть данных заголовков новостей. Как-то Европа умудрилась уже потратить 90% из своих ПХГ. Ну, давайте вот с чего начнем. 90% от закачанных объемов, конечно, звучит чудовищно. Некоторые коллеги даже поторопились написать, что 90% газа выкачали из ПХГ. Нет, это неправильно. 90% от закачанного. То есть закачали какой-то объем с конца прошлого отопительного сезона по начало текущего отопительного сезона. И вот от закачанного объема 90% уже отобрали. Сейчас в подземных хранилищах газа Европейского Союза, вот к моменту, как мы записываем это видео, находится порядка 45 миллиардов кубических метров. В 2021 году, я поясню, почему 2021 год беру, но вот в 2021 году, с начала февраля по конец отопительного сезона, было выкачано порядка 25 миллиардов кубических метров. Почему я беру 21 год? Потому что 21 год характеризовался аномально холодной зимой. Январь-февраль были довольно сложными для Европейского Союза. Там снег в Мадриде, ледяной дождь в Барселоне, поезда не ходят, всех накрывает какой-то мрак и ужас. И потребление газа, да и энергоносителей вообще, резко возрастает. И среди прочего увеличился отбор из подземных хранилищ. Притом, если посмотреть на период с 21 по 25 годы включительно, то динамика отбора в период с начала февраля по конец марта, ну, то есть до конца отопительного сезона, в 2021 году была максимальной. Ну, вот давайте мы сравним за тот же период, за все последующие годы. В 2022 году за тот же период, то есть там на самом деле чуть менее 2 месяцев. Вот прям строго говоря, чуть менее 2, чуть более 1,5 месяцев. Так вот, за этот период было отобрано в 2022 году 11,5 миллиардов кубических метров, в 2023 году около 17 миллиардов кубов, в 2024 12 миллиардов кубических метров, ну и в 2025 году около 23 миллиардов кубических метров. Тут можно сказать, ага, вот смотрите, 25 год, там ведь тоже почти как в 21-м, наверное, там тоже были какие-то страшные холода. Есть еще один показатель, который заставляет вас интенсифицировать извлечение газа из подземных хранилищ. Это, допустим, цены. И, кроме того, доступность тех или иных энергоресурсов. В 2025 году дополнительным поводом извлекать объемы из подземных хранилищ было прекращение украинского транзита. То есть потом частично те объемы, которые выпадали, были компенсированы импортом сжиженного природного газа, но в сочетании с вот этим ценовым фактором, да, был довольно интенсивный отбор. Но все равно меньше, чем в 2021 году. И даже если представить себе, что сейчас динамика отбора будет такой же, как в 2021 году, несмотря на то, что погодные условия совсем другие, несмотря на то, что базовый спрос совсем другой, про базовый спрос мы сейчас скажем. Ну вот представили, тоже 25 миллиардов возьмут и извлекут. Ну что ж, было 45, станет 20 миллиардов кубических метров. Да, это, разумеется, меньше, чем этот остаток будет минимальным за многие-многие годы наблюдений. То есть только в 2010-х годах наблюдался подобного рода уровень. Но про 2010-е годы мы сейчас тоже скажем. А пока я расскажу про базовый спрос. Есть в Европе, ну, в целом, на самом деле, это стандартная система оценки, 3 главных категории потребителей. Электроэнергетика, население, промышленность. Я думаю, довольно очевидно, что погодный фактор может влиять на объемы потребления газа. Но если отбросить погодный фактор, у вас все равно будет некий базовый спрос, который является необходимым минимумом в этот период. Наиболее стабильный спрос демонстрирует промышленность, у которой, в принципе, колебания мало зависят от вот этих погодных условий. Ну, понятно, если у вас какое-то там отопление есть, вот, и вам оно необходимо, ну, наверное, у вас немножко увеличится потребление энергоносителей, вот, в период холодов. Но в общем и целом
на фоне ваших базовых объемов потребления вот эти колебания погодные будут оказывать незначительное воздействие. У населения, да, но у населения погодный фактор влияет в большей степени. И, наверное, в наибольшей степени погодный фактор оказывает воздействие на электроэнергетику. Более того, в электроэнергетической сфере в отдельные месяцы потребление газа было даже больше базового уровня для среднего показателя за 2019-2021 годы. Почему такая сложность, почему я так сложно сформулировал, а не сказал, скажем, за 2021 год? Ну, потому что в Европе, ввиду ряда причин, очень любят сейчас сравнивать не, скажем, с 2021 годом, с 2019, 2018 или еще каким-то, а с некими средними значениями за период там, с 19 по 21 или с 17 по 21 годы. Почему так? Ну, наверное, потому что там был 20 год, где потребление проседало, и вот на этом фоне вот эти средние показатели выглядят, ну, не столь чудовищно, отклонение от этих средних показателей выглядит не столь чудовищно, как выглядели бы они, если бы мы проводили прямые сравнения с 2021 годом. Мое предположение, может быть, на самом деле их подход крайне оправдан, а я вот чего-то не понимаю. Бог с ним, нам сейчас это не очень важно. Итак, базовое потребление в Европе более или менее, это некий более-менее постоянный уровень, отклонения от которого зависят от погодных условий. Так вот, этот базовый уровень сейчас ниже, чем был в 2021 году. Промышленность потребляет меньше газа. Более того, если мы посмотрим на потребление за первые 2 месяца 2021 года и сравним с первыми 2 месяцами 2022 года, мы уже тогда увидим сокращение спроса на газ процентов на 20. Если опираться на ту статистику, которую в свое время давал Брюгель. Так вот, а если мы посмотрим на текущий уровень, то да, у промышленности были некоторые колебания, ну вот в сторону восстановления спроса, но они были незначительными. И базовый уровень все еще находится на низких отметках, характерных для 23 и 24 годов. Ну, то есть за 25 год не сильно что изменилось. И в 26 году в начале, ну, каких-то предпосылок для резкого восстановления спроса со стороны промышленности нет. Поэтому мы можем сказать, что предположение о том, что 25 еще миллиардов кубов будут отобраны, ну, является довольно смелым. Более того, если мы посмотрим на текущую динамику, мы увидим, что, скорее всего, при ее сохранении, то есть если не будет каких-то аномальных похолоданий во второй половине февраля, в первой половине марта, притом похолоданий таких не... Мы немножечко отклонились от средних значений, а вот прям снег в Мадриде, ледяной дождь в Барселоне, вот такого рода похолоданий, то, скорее всего, объемы газа в подземных хранилищах Европейского Союза, которые мы будем наблюдать по итогам текущего отопительного сезона, будут, ну, на уровне 30 миллиардов кубических метров, там плюс-минус. То есть наиболее вероятным развитием событий является отбор, ну, еще где-то 15 миллиардов кубических метров. То есть чуть больше, скажем, чем там в 2022 году, чуть и меньше, чем в 2025 году за вот этот период с начала февраля по конец марта. Вот. А почему я обещал сказать про 10-е годы? Да и, наверное, про нулевые годы. А потому что у нас зачастую забывают, что относительные показатели, у нас иногда смотрят на относительные показатели и говорят, вот посмотрите, в подземных хранилищах Европейского Союза осталось... Мне сейчас мысль пришла в голову, что, скорее всего, у этого видео будет какой-нибудь заголовок в стиле «Европа замерзает! Какой кошмар!» Вот. И люди, которые комментируют у нас заголовки, они же не посмотрят это видео и не узнают, что мы здесь говорим, что нет, Европа не замерзает, там все нормально, как бы газ у них будет. Вот. И эти люди будут бегать, потом рассказывать, что мы говорили, что Европа замерзает. Но вам большой привет. Надеюсь, вам где-нибудь там передаду, если вдруг вы оказались в комментариях, надеюсь, вам наши зрители передадут привет. Я буду вам благодарен, если вы это сделаете. Так вот, у нас зачастую, когда смотрят на относительные показатели заполненности ПХГ, забывают, что емкость ПХГ в абсолютных показателях увеличилась за последние 16 лет. То есть после кризиса начала 9 года, когда из-за действий Украины прекратились поставки через украинский коридор в сторону Европы, буквально там недели на 2, точнее чуть меньше, но примерно недели на 2, «Газпром» и его партнеры в Европе стали расширять подземные хранилища. Более того, на
На Балканах даже появилось свое подземное хранилище, довольно крупное, Банатский двор на территории Сербии. Оно было организовано после 2009 года, то есть работы, ну такие, работы полномасштабные, по сути, стартовали где-то годы с 2010. Если в 2009-2010 годах емкость ПХГ по активному газу, то есть по тому, который вы закачиваете и можете отобрать, вот эта емкость составляла порядка 65 миллиардов кубических метров, то сейчас этот показатель выше 110, порядка там 115 миллиардов кубических метров. Почему такой разброс? Потому что разные коэффициенты пересчета используют. Кто-то, например, использует более скромные коэффициенты, которые высчитываются исходя из объема газа при температуре в 0 градусов. Кто-то берет показатели исходя из не объема газа, а количества газа вот в объеме при 0 градусов, кто-то берет при 20 градусах. Понятно, что будут разные коэффициенты пересчета, а европейцы дают свою вот эту емкость хранилищ в энергетических величинах. Ну, из-за того, что температурные вот эти вот коэффициенты, они оказывают влияние на количество газа в единице объема, у вас получится разное количество миллиардов кубов при пересчете. Но не суть. Для нас тут важно, что минимум на 45 миллиардов кубов емкость хранилищ увеличилась, а скорее даже на 50 за последние 16 лет. То есть текущая ситуация в Европе с точки зрения хранения газа, возможностей регулирования отбора, закачки лучше, чем была 16 лет назад, когда, казалось бы, вот тебе Северный поток, в 2011 году запущена первая нитка, вот тебе, пожалуйста, Ямал-Европа, да и украинский коридор работает. Да, турецкого потока еще не было, но если мы берем первую половину 2010-х годов, но нам здесь важно, что ограничений каких-либо не было. Вот, берите, пожалуйста. Но потребление тогда было выше, а емкость хранилищ была ниже. Сейчас наоборот, потребление ниже, а емкость хранилищ выше. А учитывая возможности импорта сжиженного природного газа, пропетляют они остаток зимы. Несмотря на некоторый период похолодания довольно сильного, пропетляют. В принципе, нужно отвыкать. Это я неуважаемым нашим зрителям говорю. А той части уважаемых зрителей, которые, возможно, относятся к людям, принимающим решения. Пожалуйста, прекращайте следить за европейскими ПХГ в отрыве от ПХГ стран Средней Азии, с которыми мы тоже торгуем газом. В отрыве от ПХГ, кстати, а там есть ПХГ в Средней Азии? Давайте мы узнаем, широкой аудитории познакомимся с этим фактом. Может быть, поговорим про ПХГ в Иране. Кстати, вот иранцы приезжали в Калининградскую область, изучали возможности организации ПХГ в 26 году, если не ошибаюсь, в самом начале. Но это так, это менее интересная тема для разговора. Конечно, менее интересная. Будем честны, дорогая наша уважаемая аудитория. Но вот если мы вдруг начнем говорить просто про подземные хранилища газа, и не в контексте Европы, как она там замерзнет, не замерзнет, хватит им газа, не хватит, а поговорим, вот иранцы приезжали к нам, а для чего им это надо, а что там в Средней Азии, а что у Китая с подземными хранилищами газа, что у нас с подземными хранилищами газа, это априори вызовет куда меньше интерес, чем вот эти разговоры про Европе по 20-му кругу, о Европе по 20-му кругу. И в этом смысле я понимаю желание, может быть, даже с точки зрения пиара у некоторых наших компаний постоянно следить за ситуацией в европейских ПХГ. Даже если они понимают, да ничего с ними не будет, но упоминания растут. А вот компания сказала, что у этих самых ПХГ не все хорошо. И всем интересно, все читают, все следят. Вы даже это видео открыли и досмотрели до настоящего момента. Кстати, можете написать. Я досмотрел до этого момента. Вот. Потому что вам тоже была интересна ситуация в Европе. Хотя в реальности это довольно скромный сценарий, точнее скромная такая история, сценарий, при котором Европа вдруг замерзает, настолько маловероятен, что исходить из него, даже упоминать его серьезно не стоит. Но так как в информационном пространстве этот сценарий является одним из доминирующих, и всем реально кажется, что вот встретить динозавра тут 50/50, либо встретишь, либо нет, так и Европа, либо замерзнет, либо нет, то все это обсуждают, всем интересно, все следят. Александр, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч.